Доброго времени суток. Сегодня я хочу показать очень хорошую партию Яна Гранендайка. Он играл эту партию с Натальем Гантвергом Соло в этом году. Ну, я напоминаю, Соло — это традиционный турнир, который проходит на испанском курорте. Традиционно собирается достаточно много участников. Там есть, конечно, своя специфика. Кто-то больше едет поиграть, кто-то отдохнуть, кто-то пообщаться со старыми друзьями. И все это определенным образом накладывает свои отпечатки на игру. Поэтому есть всегда моменты, когда мы смотрим вот эти вот турниры. И надо их всех учитывать, потому что игра состоит из множества факторов. Сейчас я вот много смотрю, допустим, информации по шахматам. И там одно из основных условий — это именно концентрация, полная концентрация внимания. То есть кто-то вот потерял концентрацию, у кого-то другие, может, вопросы, и уже это все сказывается на результат. В шашках чуть-чуть по-другому. Давайте так. Будем откровенны. Многие моменты по-другому, многие турниры по-другому проходят. Поэтому давайте, наверное, не отвлекаться и сразу перейдем к партии. Так, Ян Гранендайк, Анатолий Гантверг, Соло, 26-й год. Вроде бы голландская партия, но Ян ходит 31-26. И вот такой момент. Ясно, что где-то вот сейчас готовится нападение. И так, достаточно со спокойной игрой. Здесь кстати, 31-26, 1-27, точнее сказать. С одной стороны размен, а с другой стороны, если попасть на поле 22, что вот и Анатолий Абрамович сделал, то есть на 22, то надо шашку двойку выводить, то есть где-то при определенных условиях, но не сразу, ни в коем случае не сразу, при постановке не будет вот этого размена. То есть корона рушится, поэтому 13. Вот здесь варианты могут быть различные. Я, кстати, может быть, сыграл бы даже где-то, если просто 16-21. Но я повторяюсь, это все-таки Соло, поэтому 2-8. Я думаю, что разменялись. И дальше показывает ход партии, разменялись. То есть получили достаточно вроде бы спокойную позицию. Вот это главное, как сейчас говорит молодежь, главный момент, что вроде бы на 20-22. Я бы здесь даже, может, 16-21 пошел. Я сейчас объясню, почему это не произошло. Наверное, 50-45. Мысль такая. И 30-25, и блокировка фланга. И не хотели вот эту позицию играть черные, потому что действительно, реально, я думаю, что игровая бы позиция была, и реально, возможно, могли бы быть проблемы. Кстати, у черных я играю тоже часто эту позицию, и тут все достаточно может быть непросто. Может даже 34, 34, 29 и блокировать вот этот фланг. Поэтому так, не игралось, 18-23, кстати, на этот ход можно куда-нибудь хитро пойти сюда. Я бы тут так и сделал. Тут интересная бы игра была. То есть, поэтому 50-45 и размен. И здесь интересно начинается. Вроде бы позиция совершенно открытая. То есть, понятно. Понятно, если может быть в официальных турнирах, может даже вообще напасть сюда, и я думаю, что игра бы закончилась просто. Хотя молодежь меня не смотрит, не призывая ни в коем случае. То есть, почему я сказал? Потому что, Ян, конечно, сейчас супер игрок. И сейчас эта партия покажет, о чем, то есть, что я не зря это говорю.
Поэтому, возможно, что такие варианты. Либо тут еще масса моментов. 14 есть и так далее. 4 даже вот ход есть. То есть, ну, если бы черные, грубо говоря, не хотели играть, они бы, ну, я думаю, что просто бы ушли с этой позиции, с игры. Ну, и тут не думаю, что долго партия бы длилась, если честно. Ну, 12-18, 44-39. И вот ход не 14, не 14-19. Ну, не хотели, видно, 14 из-за этих. То есть, где-то какие-то подхваты идут. Хотя, в принципе, ну, вот... И 18, и 19 тоже, но я не думаю, что чем-то бы закончилось. То есть игра против этой шашки, конечно. Есть моменты, но вот, допустим, пятерочку вывел, но ничего нету. Абсолютно. Не такой ход, но вот 5-10. И здесь мне вспомнилась, конечно, партия. Это Александр Георгиев играл с Эдвардом Бужинским. И вот 30-25. И сразу начались... Ну, здесь-то проблем пока я сильно не вижу у черных. Но там как раз-то начались очень сильные проблемы у черных. То есть не всегда кажется, что вот фиксируем шашку. Но есть проблемы и с этим флангом. Ну, там чуть-чуть партия, конечно, другая была. В том плане, что... По-моему, он даже до конца и не смог развить. Вот не помню там ту партию. Я помню, что идея вот с этим была. Идея такая была, но нюансы я там не помню. До конца не мог развить вот эту шашку. То есть 39. Здесь, кстати, еще могли вот эти вот ходы с вот 16, да, вот 16. Ну и вот это я, честно говоря, думаю, что так, ход... Может, даже быстро достаточно было сделан, но, наверное, вот эти вот варианты можно было играть. Потом 14 и вывести вот эту шашку спокойненько. 14 и 10-14 потом пойти. Ну, то есть, чтобы шашка, чтобы дырка это было занято. 16, 38. Ну, уже началась вот игра на эти шашки. 17-22. Тут вообще вот интересно, если поиграть позицию, я думаю, может даже 6-11, 31, именно на 31, 21, 26, чтобы игра была. Но очень, кстати, может быть интересная игра. 6, он такой, видите, нестандартный, но очень игровая бы позиция была. А здесь все-таки 37, 31, можно было вот этого хода как-то побояться, испугаться этого хода. Ну вот здесь. И вот здесь что произошло? Ослабление, реальное ослабление этого фланга. Вот очень грамотный ход на 11. И вот видите, шашек здесь нету. И вот это вот группировка не так просто тоже развивается здесь, на этом фланге. Но вот видите, сейчас вот, конечно, вот этот момент меня поразил дальше. Игра достаточно четкая, то есть 37-31. Еще надо менять. Еще вот эту шашку 21-ю надо менять. И уже шашек совсем мало остается у черных. На 22. Ну, такой достаточно ответственный ход, конечно, на 22. Может, все-таки 34-30, но здесь уже переходим жестко в оборону. Черные переходят жестко в оборону, и позиция такая неприятная. Не хотел бы играть, честно говоря, за черных. Потому что шашек нету, и что делать? Ну вот, если у вас будут какие-то комментарии по поводу вот этой позиции, то я буду рад послушать, посмотреть. Момент такой, я смотрел голландские комментарии, ну, что-то есть интересное, конечно, в этих комментариях, ну, вот, чуть-чуть, вот, мне кажется, ну, самой соли вот этой партии там все-таки нету в комментариях, но обычно там очень хорошо все, вот, натурная база, конечно, комментирует. И он вот интересно здесь комментировал эту партию, ну, кое-что. Ну, так вот
вариантов конкретных супер каких-то моментов не было, я считаю. Вот 14 и 22, 27. Ну, вот это 22, 27, я считаю, что тоже решающее. Наверное, все-таки 3. И вот идея какая? 4, 10, именно какие-то есть моменты, но не связанные. Вот 37, 32, кажется, что вот здесь вот размен, да, надо. Но 37, 32 надо, вроде бы. То есть не видно что-то получше. И именно 12, 17, потому что кажется, если вот делать... Вот мы специально построились, чтобы сделать этот размен, но вот видите, группировка очень сильно стоит, естественно, сразу подхват, слабый фланг. Ну и позиция очень неприятная. У черных тут непонятно, что делать вообще, как развиваться. А вот, допустим, 12, 17, вот этот вот вариант есть. Ну вот, такой есть вариант. Но это понятно, что так не будут ходить, но есть такой вариант. Такая, можно сказать, тактический момент в стратегическом плане. То есть, ну, есть вот эти вот моменты и так далее. Вот это. То есть, есть 22, 27. Интересная достаточно позиция. Ну, вот 22, 27 пошел. И давайте посмотрим дальше. 33, 28 грозит нападение. Ну, и вот все, уже все прорывается. Ну, вот видите, как-то незаметно, я даже, честно говоря, ну, сложно мне понять, где вот тут вот глобальные, вот я, наверное, указал момент, но где глобальные какие-то ошибки были у Анатолия Абрамовича, но где-то, конечно, наклался такой момент, что все-таки турнир такой дружеский, погода жарко достаточно, ну вот как у нас, кстати. Сейчас у нас сегодня очень жарко, но эти дни будет жарко. И вчера, кстати, не было очень хорошо, поэтому тут много нюансов, наверное. Сюда и выиграно. Итак, партия, ну, вот я на Гранендарика без спецэффектов, кажется, без спецэффектов, но вот я хочу показать, наверное, реальную вот силу все-таки игры Яна. И это как-то... Партия достаточно сильно это иллюстрирует ее. Итак, до новых встреч.